Приветствую вас на канале Молот Оружия и спасибо, что смотрите. Многие пользователи ВПО 205-03, это вепрь, коротыш 12 калибра, обращаются к нам на форуме и задают вопросы. Вопросы, связанные с неперезарядом маленьких навесок. Есть решение этих проблем, и для этого я позвал Марата Сутаева, он инструктор Федерации практической стрельбы. Привет, Марат. Привет. Расскажи, пожалуйста, как мы будем решать вот такие проблемы. И действительно ли на всех разве вепрях такое бывает? На самом деле около 50 на 50, даже 60% перезаряжают все. А где-то 40% для начала надо всегда стрелять большой навеской, оружием. Но, как мы знаем, из 100 довольных людей один человек напишет где-то комментарий, что все хорошо. Из 100 недовольных комментариев будет 2000. Это я по своему опыту знаю. Также при неправильной вкладке бывает труба. И я это сегодня покажу. Что мы сегодня сделаем? Мы сегодня попробуем отстрелять. Это совершенно новый, да, как понимаю, с магазина, прямо новенький. Вообще нульцевый. Да, нульцевый. Мы попробуем отстрелять патронами Азот 28 грамм, патронами Азот 30 грамм и патронами СКМ 32 грамма. Сделаем по 10 выстрелов. Проверим количество неперезарядов. Если будут неперезаряды, какое-то определенное количество, запишем, сколько было неперезарядов. И установим дополнительный ZIP, так называемый, что облегчит, если у человека даже неправильная вкладка, позволит перезаряжаться как можно большему количеству. ZIP у нас это короткие чок-получок 70 миллиметров. Сужение чок и получок, и сужение 150 миллиметров, сужение получок и чок. И если уже совсем не поможет, то вот установим поршни. Это от Лейком Александра, да. Я не знал, можно говорить, нельзя говорить. Это но вдруг Лейкому привет передавайте. Так, это... Передавай. Александр, привет, братуха. Это у нас 1/2 поршень. И полноразмерный поршень титановый с увеличенной площадью для давления газов и облегченный получается. Благодаря этим вещам будет гарантированная перезарядка. Так, а еще есть какие-то возможности? Да. Еще одна проблема есть. Еще одна проблема. Если мы устанавливаем коллиматор сюда, то же самое труба печная. Гарантированно. Мы это все и покажем тогда? Да, конечно, поставим конечно. Туда, я с удовольствием. Что, тогда будем приступать? Марат, я тогда предлагаю начать с навески 32 грамма и пойдем уже по уменьшению 30 и 28. Хорошо. Это СКМ, дробь номер 3. 32 грамма. Я думаю, что проблем не будет. Хорошо. Под огнем! Вообще ужас. Это вообще... Отдача вообще грандиозная. Да ты еще из 680-го не стрелял пулей 39-граммовой. У меня истерика была. Я ко всему привык. Слушай, ты как прям... Ну что, проблем-то не было. Все отлично отработало. Да. Такой навеской работать очень сложно. Если навесить сюда еще килограмм, допустим, да, отдача была бы комфортной. Нет, если будет сейчас висеть коллиматор, и ты стрельнешь той же навеской, а перезарядки не будет. Ну, давай попробуем. Давай. Так, а где? Реально, попробуешь? Обалдеть. Ну, давай я сейчас и попробую тогда. Если будешь плакать, все равно будешь все достреливать. Ты платочек приготовь. Так, слушай, куда мы его ставим? Вот сюда? Да. Прям все супер неправильно, да, делаем? Да. Как обычно все ставят в начале. Ага. Всегда проверяйте, если вот так не делается, то магазин оружия не примет такой. Если, допустим, вы вот так поставили, то оружие не примет. Магазин не пристегнется. Только на затворной задержке, если вот так пристегнется. Должен быть люфт. Так, 32 грамма. Да.
Ага. Ага. Это молот, беспонтовое оружие. Вот так все говорят. Каждый. Видишь? Да, можно не продолжать. Как тебе отдача? Да, нормально. А вот если мы переставим его вот сюда, он будет работать. Давай попробуем. Сразу прямо здесь. Ну, вот тут. Давай, ставь. Не бьет сильно в плечо? Да не, но он пинается, конечно. Как не бьет? Ну, я Конечно, привык бьет. просто к своему. Я стреляю там вообще Ну, ты еще пятеркой вот, просто вот привык такой стрелять. навеской, блин. Так, я предлагаю нам начать новую передачу «Марат и Вадим. Разрушители легенд». А как тебе такое? Слушай, ну выяснили первую. Да. То есть ошибка действительно Вот такая. ошибка номер 1. Неправильная установка коллиматора. Давайте попробуем теперь 30. 30 грамм. Это Energy, навеска 30. Дробь 30 номер грамм. 3. Азот. Вепрь новый, прям с магазина. Я вообще не знаю. Так, Есть проблема. Есть проблема. слушай, может быть коллиматор, нет? Нет, близко. Давай снимем. Все, есть. Да. Ну, я не знаю, 28. Ну, давай 28 уже заодно тоже. Давай попробуем. Хотя смысл же, ну. Так, здесь у нас получается каждый первый. Блин, ну это странно. А, может быть патроны? Может Нет, быть мы нет, на нет. 430 стволе их тоже попробуем? Очень. На 430 попробуем. Патроны обалденные на самом деле. Я даже видел, что затвор до конца не ушел. Даже близко не отошел затвор. Ну, давай еще раз стреляй. Я видел, он прям даже не раз и показал обратно гильзу. загнал ее. Угу. Ну, понятно. Вот теперь показался. Сейчас мы попробуем 28 и 30 30-ку. грамм Energy отстрелять на 430 стволе. Тридцатку. Да. Не, ну туда, вот в эти, в СКМ насыпали больше, чем 32. Реально. Там я магнумом стреляю нормально. Или без моего ДТК Ибрагим трудно. Так. Вот тут что такое, а? Тройная подача. Сейчас проверим, это просто первый выстрел. Это первые выстрелы, скорее всего. Оно тоже новое, да? Да. А, вот поэтому. Вообще, я очень Обкаточку много бы, да. в клубе «Тактика», все, кто покупают новое ружье, я все отстреливаю, и все азотом отстреливаются. Все нормально. 28. Да, сейчас. Чувство, даже перезаряжается трудно, слушай, очень трудно. Не то, что патрон, затвор сам туго ходит. Ну, это 28.
Не хочет. Да, ну у нас сколько задержек? На 8, на 7 выстрелов 3 задержки. Мгм. Это пока. Ну что, давай накрутим. Давай. Давай. Сейчас мы накрутим насадку 70 миллиметров, сужение паучок. И посмотрим, как с ними будет перезаряжаться. Уже 32 пробовать не будем, будем сразу тридцаткой. Давайте. Так, 0,5. Здесь отдача все равно помягче. Там, слушай, такое ощущение, как будто я не знаю, что туда насыпали. Какой-то этот в тротиловом эквиваленте, наверное, что-то такое мощное. Под огнем. Оп. Так, просто. Сейчас 28. Давай. И посмотрим, поршень понадобится или не понадобится. Так, патроны Азот, порох Нобель. Старая партия 17-го года. А, нет, это твои. Это мои, да, 28 грамм. Субботину привет. Видишь, пока нет. В принципе, каждый первый будем считать. Сейчас установим уже коротенький. Поршень, да? Да. Сейчас мы будем устанавливать поршень. Поршень какой сначала? Вот это или тот? Как скажешь, вот у меня два поршня есть. Это поршни производства Лейком от компании ЛАК. Вот, из титана. Какой тебе установим? нравится? Ну, не Сначала знаю, давай такой. Да, сначала давай такой. Давай. Всё. Вот. Нормально, нормально. Чтобы устранить кучу вопросов, почему на затворной раме вот такая выемка. Даже один человек позвонил, говорит, бракованный вепрь, вот такая выемка. Эта выемка сделана для того, чтобы вытаскивать поршень. Вот. На самом деле я сам не знал. Ну, видишь? Давай установим длинный. Отлично, вообще четкая обработка на самом деле. Ну, давай с 30-ки начнем. Ну 30-ку гарантированно он уже будет. Давай, давай. Да? 30-ку, да. Под огнем! Четко. Это 28 грамм патроны Азот. Раз. М-м. Один. Давай еще разочек. Давай. Ничего, норм. Честно Как подача? говоря, борода попала. Недавно в Инстаграме один написал, борода не мешает, не закусывает. Я написал, нет. Сейчас вот закусила. Что, серьезно, что ли? Да, дернула это. Блин, опять закусила. Не закусывает, вот здесь куда-то борода попадает. Мы учтем в следующий раз. Вот она, вот Для она. бородатых Вот сделаем. она. Для бородатых сделаем другой приклад. Да. Ну что, Слушай, ну как-то быстро мы решили проблему. давай попробуем короткий. Давай. Мне кажется, просто все говорят о чудовищных качествах короткого. Давай попробуем. Давайте в данный момент мы установим вот такой короткий поршень от компании Leica, титановый. А чем он лучше, чем... Ну, какие у него есть преимущества перед длинным? Ну, идее, перед по полноценным таким. Чем больше газоотводный газа забьется в газоотвод, тем сильнее он надавит. Мгм. В теории, еще раз повторяю. Но на самом считается, раз он короткий, больше газа может прийти и нажать на затвор.
Мгм. Но, если честно, мне кажется, это не так. Ну что, давай попробуем. Давай. Преимущество этого, он чистится легко, гораздо легче, чем штатный, Мгм. титановый. Теперь давайте вот этот. Слушай, ну загрязняется он. Ну, не знаю. Хорош. Да, давай покажем, как он загрязняется. Да, загрязняется визуально сильнее, но, смотри, даже налипло. Но чистить гораздо легче. Да, стреляем патронами Азот, навеска 28 грамм, терка дробь. Раз. Два. Я прижимаю сильно, четко. Контроль цели. Что я и говорил, в принципе. Видел Wi-Fi? Это я понтонул. Красиво. То- Так, Теперь мы установим сужение миллиметр, не убирая укороченный поршень. Для чего? Вдруг человек уже купил укороченный поршень, мы попробуем миллиметром. А потом еще, для крайности, мы можем штатным еще. вот интересно, конечно, штатный. Да, как. возможно, человек может сэкономить, взять просто миллиметровый. Но миллиметр не всеми патронами можно. Мгм. То есть пулями. То есть, С пулями, да. да. Не всеми Калибр. пулями можно, да. Поэтому, чтобы проблем не было, вот это все выплюнет. Любую она выплюнет. То есть практически, да. Ошибиться трудно. Давай установим. И там все будет понятно. Ну, главное, чтобы это миллиметр был. Ну что, поедем? Как это говорит? Поехали! 28 Стреляем! грамм все. 28 грамм, патроны Азот, пятерка дробь. Как я и говорил. Ага. М? Мгм. Теперь крайний тест мы сделаем. Стандартный поршень Штатным, да. и сужение единица. Можно 0,5. Там сколько? 10 патронов, если есть? Блин, 2. Два. как Ну, так 2 получилось? тоже хватит. Но у нас 30-ка не работала, поэтому можно... Можно 30-ку, да. Мы в данный момент сейчас установим штатный поршень молотовский, который идет в комплекте к Випрю 0,5, 205-03. Здесь будет стоять сужение 1 мм, 70 Ну, мм вот его длина, оставляем. Ага. сужение чок. Тоже частый вопрос бывает, что обозначает сужение. Например, сужение ствола 0,25 это напор. Называется сужение с напором. 0,5 сужение, то есть сужение на 0,5 мм, это уже паучок. 0,75 это паучок с напором. Миллиметр сужения это чок, миллиметр 25 это чок с напором. И еще бывает, по-моему, максимально 1,75. Вообще, ну там я что-то очкую, можно сказать? Или это будет Ну, сразу ты уже на плюс сказал. 18? Нет, тут, сказал, да. Где ты, Вася? Слушай, на лейкоме так не работает. Да ладно. А там же нет, Тогда мы смотри. поднимем оружие. Блин, да у сейчас. меня все падает. Ничего. Смотри. Видишь, нету зацепа. Короче, лейком специально так делает, чтобы вытащить не могли. Все. Смотри, я могу пальцем здесь зажать, здесь дунешь и оттуда вылетит. Александр, Как вытащить да, ваш поршень? давайте позвоним сейчас Александру. О, есть. Всё. Все, кто говорят, микрофон, Марат, микрофон. Вот тут в кармане микрофон. Я надеюсь уйти с ним отсюда. Серега тебя он У них сейчас догонит. патроны кончатся, у меня останутся, вот тогда уйду. Стреляем. Штатный поршень, сужение 1 мм, патроны Азот 28 грамм, дробь пятерка. Под огнем. Блин. А можешь вот так Береги вот бороду.
Да, чуть-чуть, чуть-чуть. Видишь, все-таки, как я и говорил, важна обработка деталей. Давай попробуем тридцатку. Тридцатку гарантированно съест. Поршень штатный, сужение миллиметр, удлинитель 70 миллиметров. Патроны, азот 70 грамм, дробь пятерка, да? Да, эту 28, 2 нашел в кармане. Но могут побить. Фух. Куда она попадает тут? Блин. Вот и все. А есть еще одна проблема с недосылом патрона, с печной трубой. Когда человек не сильно прижимает к плечу, почему такое происходит? Он делает первый выстрел, ружье лягается, и он, боясь следующего удара, чуть от себя пытается рукой оттолкнуть ружье при выстреле. И на самом деле получается удар гораздо сильнее в плечо, потому что убирается расстояние и бьется. Да, вот из-за этого импульса есть проблема недосыла. Человек вот так встает, его откидывает назад, движение назад идет, и у затвора движение назад, и не успевает затвор выкинуть. Допустим, я сейчас покажу под огнем. Допустим, вот на таком варианте. Видишь? Но в этой комплектации у Да. нас все работало. Да, Штатный всё работало. поршень и сужение миллиметр. Да, совершенно верно. Сейчас я вам покажу. Вам, это уважаемым телезрителям. Смотри, теперь я не плотно прижимаю, вот как обычно стреляет человек. Вот это у тебя хорошо получилось. Я так и стреляю всегда. Так, окей. Ну, теперь я покажу, прижавшись. Мгм. Видел? Мгм. Вот. Теперь не прижавшись. Теперь уже чуть меньше сделаю. Видел? Она почти, теории, но да. нет. Да. ДТК не влияет, ничего не влияет. Это мой ДТК Ибрагим. Это были экспериментальная модель, на которой выяснилось, что жабра вот эта была слабо усилена. Сейчас новая модель, уже чертежи сделали, где усиление сильнее идет. Но даже в таком варианте оно гасит отдачу очень сильно. Подброс вообще уходит. Скрытая реклама. Это новая версия. Нет, новейшая еще есть, забыл. М, Реально забыл. БВ-8. Он короткий, очень хороший импульс. Поэтому вкладку, смотрите, как я учу стрелять. И чтобы вкладка была правильной, не то что вкладку, ну понятно, вот здесь в ямочку вложить приклад. А нужно встать так, чтобы во время стрельбы вы могли, не изменяя наклона, поднять заднюю ногу, сильную ногу. То есть, ну, если это здесь, то вообще нагрузка должна быть. Я вот стреляю всегда так. Я вот эту модную стойку не умею. Я всегда вот жестко берусь. При стрельбе я всегда могу поднять эту ногу. Нагрузка должна быть не 70%, не 80%, не 60%, как все, ну, многие инструктора говорят. Нагрузка должна быть такая, чтобы вы спокойно стояли на этой ноге. Не должно быть вот такого. Именно вот. Жестко, четко, вот. Подняли и спокойно с этой позиции даже можно стрелять. С одной ноги. Давай еще продемонстрируем без складки и складкой уже. Давай. Чтобы прям наверняка. Без вкладки. Теперь с вкладкой. Ну что, Марат, я думаю, мы решили проблему, да? Да. И, по-моему, на все вопросы ответили. А если вдруг такие купили, например, да, ну, и не понадобились, можно вот так смотреть. Вот так. Смотри, ну, самый бюджетный способ у нас получается, это, или самый простой, это сужение просто поставить миллиметровое. Нет, лучше, конечно, титановый шток, титановый поршень, да, гарантированно Длинный, да? будет, да, Большой? да. Полноценный. И полноценный. И поставить сужение
Ну, конечно, желательно 0,5. 30-ку жирава, да? Да, 0,5 да. жирава, да. А после первой чистки уже будет гораздо легче стрелять. После второй чистки будет еще легче. Мгм. Поэтому вот даже мы сейчас его почистим на следующую стрельбу, а у нас уже 28, он будет, например, больше жрать, чем до этого. Мгм. А на самом деле 205-03 лучше, чем другие. Чем какие? Я же ответил, чем другие. Чем другие? Да. Отлично. Да. Еще вопрос. Вот эта шахта раньше люди покупали, была вот такая. Вот, Ну, такая, короткая. да, да. Да. На каких моделях это сейчас, как понимаю, делает молот? Да, они раньше шли на СПшке. Ага. Вот, у меня сейчас стальная стоит, но сейчас они, да, старые, 2014 года. Вот, но сейчас все же хотят постоянно, да, чего-то нового. Ну, решили на короткие ставить вот такие расширенные шахты. Понял. А на эти будет ставить? С конца 2018 года, ну, слушай, они вот эти идут пока и такие, и такие. Ну, то есть можно в магазине найти модельку и с расширенной, да, и с такой, и с узкой. Но с конца 18-го на коротыши, вот на коротышей стали ставить расширенные шахты. Ну что, Марат, прощаемся тогда. Понятно. Спасибо, что посмотрели это видео. С вами был Марат Сутаев. И Вадим. Все, до встречи.